ИП в Польше для диджитал-специалистов. В этом видео я расскажу, какую форму налогообложения лучше выбрать, если вы в диджитал-индустрии. Программист, дизайнер, проект-менеджер, копирайтер и подобные профессии. Обсудим, какие плюсы и минусы каждой из форм налогообложения. Ну и вообще поймем, куда бежать, какие шаги сделать, да, если вы решились в Польше открывать ИП. Первое, что важно понимать, это ваши юридические основания. Да? Чтобы открыть ИП, нужно иметь те или иные юр-основания. Смотрите наши другие видео, тут будет подсказка на эти темы. Да? И шаг номер 0 – это точно убедиться, что у вас есть юр-основания. Итак, если у вас есть необходимые юридические основания открыть ИП в Польше, то тогда можно действовать. Но возникает вопрос, какую форму налогообложения выбрать. Есть скала податкова, податок ліньовий и reach-out. Большинство из вас знают аналогию с ФОПом в Украине и приглядываются, присматриваются к reach-out. Но с reach-out не все так просто. Давайте разбираться. Итак, начнем, собственно, с третьей формы, тогда, когда вы платите от оборота. Это reach-out. Здесь, в Польше, я напомню, от 2 до 17% ставка, которую вы можете платить от оборота. Она варьируется в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Очень часто вопрос наши клиенты спрашивают, подписчики, а как государство понимает, чем я занимаюсь? А очень просто. Исходя из тех видов деятельности, которые вы написали, и исходя из тех фактур, инвойсов, которые вы выставляете, и того, что вы в них пишете. Например, вы программист и выставляете вашему клиенту, партнеру инвойс, и там пишете, я не знаю, услуги программиста, да, или программирование какого-то приложения. Вот так вот это и работает. И возникает вопрос, какая ставка может быть у программиста и дизайнера. И здесь так. Для программиста это 12% от оборота. Да, я знаю, что это больно. Да, это жестко. Но такие вот дела, друзья. Поэтому это не всегда выгодно. Дальше обсудим почему. Если вы дизайнер, если вы делаете UX, UI дизайн, если вы занимаетесь, допустим, проект-менеджментом, то ставка может быть 8,5% от оборота, что достаточно интересно и вкусно. Это уже ближе, допустим, к Украине. Полный перечень ставок под reach-out вы найдете здесь под видео, я закину ссылку. Итак, первое, что важно зафиксировать, reach-out – это платеж от оборота, но помимо платежа от оборота вам нужно будет делать и платить ЗУС. ЗУСа вас ждет 2. ЗУС – это фонд социального страхования. Да? Во-первых, это складка «Здравотна», это социальные отчисления, связанные со здоровьем, давайте так. Во-вторых, складка «Спуечна» – это соцфонд. И сейчас где-то здесь на видео вылезет табличка, скриншот с табличкой, сколько вам нужно будет сразу платить в месяц, в зависимости от того, сколько в год вы хотите делать оборота. Я знаю, это чуть-чуть сложно, да, но вот здесь сейчас будет табличка, либо снизу под видео. Посмотрите, пожалуйста, ее. Поэтому первое, что нужно зафиксировать, это вот эту складку «Здравотна». Второе – это складка «Спуечна», которая работает таким образом. Первые 6 месяцев вы ее не платите, потом платите пониженную складку «Спуечна», это где-то 500-600 злотых. И дальше вы платите складку «Спуечну» от минимальной заработной платы в Польше. На текущий момент в деньгах это где-то 1500-1600 злотых. Важный момент, если вы эту ульгу на старт попросили, да, не все ее просят, именно поэтому стоит открывать ИП с нами, потому что, открыв ИП с нами, вы точно получите понятный, вразумительный конечный результат. Мы вам точно поможем и не будет этих проблем. Еще раз, проблема простая. Вы рассчитываете на то, что вы не будете платить первые 6 месяцев ЗУС, да? Вы не поставили просто одну галочку, и вам потом в следующий месяц 1500 злотых прилетает просто от ЗУСа. Вот такие вот бывают грустные кейсы. Итого, reach-out от оборота – это 3 составляющих. Тот процент, который вы платите от оборота, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, скорее всего, это будет либо 12% от оборота, либо 8,5%. Второе, вас ждет складка «Здравотна». Вы помните, да, ту таблицу, которая есть, вы будете платить либо примерно 600 злотых в месяц,
еще складки здравотные, либо 1000 с лишним злотых в месяц, если ваш доход будет больше 300 тысяч злотых в год. И последняя, третья составляющая платежа вас ждет, это складка спувечно. Если сделать все правильно, то первые 6 месяцев 0, потом 500 злотых и потом примерно 1500 злотых. Вот такой вот полный расклад в одном видео, ребята. Но это еще не все. Нас еще ждет 2 формы налогообложения. Я вам, друзья, много чего хочу рассказать. Очень много чего. Но чтобы это произошло, снизу под видео есть инструкция, как это сделать. Переходите в мою инсту, пишите мне секретные цифры в личку и получаете обалденный бонус. Просто балдеж. Балдеж. Хорошо, возвращаемся к следующим формам налогообложения. И нас, внимание, ждет податок линёвый. В простонародье линейка. Суть линейки в том, что ты не ограничен в том, сколько ты чистой прибыли хочешь фиксировать, но ты платишь достаточно внушительные налоги. Давайте разбираться, почему. Итак, податок линёвый говорит нам о следующем. У вас есть возможность заплатить 19% ПИТ, это налог на прибыль для физического лица, Private Income Tax. И у вас есть надстройка в виде складки здравотной, которая называется ЗУС, и это 4,9% от суммы. Суммируя это все, податок линёвый от чистой прибыли, важно, от чистой прибыли, вас ждет в виде 23,9%, то есть практически 24% от чистой прибыли. Что такое чистая прибыль, Станислав? Я с этим ни разу не работал. Рассказываю. Чистая прибыль – это когда вы ведете книгу доходов и расходов, у вас есть какие-то доходы, которые вам заплатили клиент, либо ваш работодатель, у вас есть какие-то расходы, например, на автомобиль, на ведение этой деятельности, вы купили себе ноутбук, либо взяли его в лизинг, ежемесячно его выплачиваете. Все это являются ваши коммерческие расходы. Все это суммируется, вычитается между друг другом и получается чистая прибыль. От этой чистой прибыли платите 23,9%. А если у вас не будет чистой прибыли, то вы как минимум вас как минимум обилетят на примерно 320 злотых в месяц. Это та минимальная сумма ЗУСа, которую нужно будет заплатить все равно в рамках податка линёвого. Вот такая вот акция. Итого переходим на третью форму налогообложения. Вообще она первая, да, там идет везде во всех статьях и писанинах. Она называется скава податкова. И суть ее в том, что вы также платите от чистой прибыли, то есть доходы минус расходы равно чистая прибыль. Но она супер замудренная, с какими-то льготами, плюшками, фишками, которые можно использовать, если это вам подходит. Давайте разбираться почему. Итак, во-первых, есть необлагаемый минимум. До 30 тысяч злотых в год вы можете не платить налога ПИТ в рамках этой формы налогообложения. Это не про вас, поэтому пропускаем. Я уверен, что вы все зарабатываете больше. Вообще, в рамках формы налогообложения есть 2 лимита. Это чистая прибыль до 120 тысяч злотых в год и все, что выше. До 120к в год вы будете платить 12 плюс 9% от чистой прибыли. 12 ПИТ, 9% ЗУС, складки здравотной. Все это выливается в 21% от чистой прибыли. Вот от этих 120 тысяч злотых вы заплатите 21%. От этого еще там сложная формула, минусанется необлагаемый, неоподаткованный минимум, вот эти 30 тысяч злотых. Но чтобы вас сейчас не путать, зафиксируем вот это. Возникает вопрос, окей, у меня не 120 тысяч, а у меня, допустим, 200 тысяч я заработал. Я красавчик, я старался и заработал 200к. Со 120к вы заплатите вот этот 21%, со всего, что выше, то есть с 80 тысяч оставшихся, вы заплатите, давайте сейчас я вам быстро посчитаю, вы заплатите 32 плюс 9, что равно 41% от чистой прибыли в рамках вот этих вот 80 тысяч, которые еще остались. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Ребята, это все сложно, но выбора нет. Выбора нет. Если вы в этом не разберетесь, то вы приедете в Польшу, вас тут настригут просто так, вас настригут бухгалтерия, настрижет, вас настригут какие-то посредники, подрядчики, которые вам там будут какие-то справки с банка делать, еще что-то, квартиры вам искать там за 5000 злотых.
комиссии. ЗУС потом придет, скажет, а что вы нам не заплатили? ПИТ, ужин скарбовый, поэтому, пожалуйста, ну, как-то отнеситесь к этому серьезно. Вы, ну, как бы не в своей стране, вы в Польше, где нужно серьезно к этим вещам относиться. Я вас прошу, будьте вы людьми. И приходите к нам, мы поможем вам это все сделать спокойно, классно, понятно, да, мы вас заонбордим, и вы прям кайфанете, и будете платить меньше налогов. Какие есть фишки в рамках скалы податковой? Итак, есть лимит 120 тысяч злотых, но если у вас есть супруга или муж или жена, который не работает, то можно добавить его как бы в эту свою систему и расширить этот лимит до 240 тысяч злотых. Таким образом, вы можете с 240 тысяч злотых заплатить 21%, вместо, допустим, податка линейного почти 24%. Ну, как бы какой-то там процентик экономии. Это первая, да, такая фишка. Вторая фишка, вы можете иметь не вот этот 30 тысяч злотых неоподаткованный минимум в рамках ПИТа, ну чуть-чуть там тоже экономите на налогах. Резюмируя всю эту историю, возникает вопрос: Стас, все понятно, но типа ни хрена не понятно. Давайте разбираться, да? Если у вас нечего списывать на расходы и вам комфортно платить 12%, допустим, от оборота, плюс там тот ЗУС, да, который я называл, то мы, друзья, с вами выбираем reach out. Если у вас есть и будет что списывать на расходы, то мы выбираем одну из предыдущих форм налогообложения: скалу податкова, либо податок линейный. Если говорить за податок линейный и скалу податковую, то тут между ними выбор такой. Я хочу зарабатывать точно больше 120 тысяч злотых в год. Это будет 200, 300, 500 000 злотых в год. Все, идем на податок линейный. Я не уверен, сколько я еще буду зарабатывать. У меня есть муж или жена, которого можно подкрепить ко мне в систему и расширить этот еще лимит. Пожалуйста, идем в скалу податковую, в первую форму налогообложения. Ну что, друзья, много чего хочется сказать. Например, рассказать, как в Польше платить 5% от оборота, как у нас в Украине в довоенное время. Просто 5% от оборота. Можно рассказать, как оптимизировать налогообложение в рамках ЕП и вашей деятельности. Хочется, конечно же, поделиться, что же можно списывать на расходы. Можно ли списывать квартиру, в которой я живу и веду деятельность, и которую указал как место, где я веду деятельность, или нет? А я зарабатываю много и хочу купить BMW X6. Как мне его списывать на свою деятельность и вообще можно ли так делать? А дальше все зависит от вас. Пишите в комментариях, какие темы и озвученные тезисы вам было бы интересно раскрыть, а я обязательно сниму для вас видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам нужна помощь в регистрации ИП в Польше, вы знаете, куда обращаться. Пока.